Миллионер Маркус Уэллингтон, 35-летний владелец крупного бизнеса, возвращался к своему дому в пригороде Лос-Анджелеса, когда стал свидетелем сцены, которая лишила его дара речи. На ухоженном газоне его особняка сидела в инвалидной коляске его пожилая мать Кэтрин Уэллингтон, не ходившая более 12 лет. Рядом с ней стояла новая горничная, Грейс Харпер, молодая женщина с уверенным и спокойным выражением лица. В руках у нее был садовый шланг, из которого холодная вода лилась прямо на голову и ноги Кэтрин. Маркус был уверен, что его мать навсегда парализована. За годы он потратил огромные средства на лучших врачей из Цюриха, Берлина и Токио, но все они вынесли один и тот же вердикт. Со временем обследования прекратились. Маркус решил, что покой и комфорт важнее бесполезных надежд. Однако Грейс видела ситуацию иначе. Она считала, что все эти годы Кэтрин не лечили, а лишь оберегали от боли и усилий. Теплая вода, осторожные прикосновения, отсутствие нагрузки – все это постепенно усыпило нервную систему. Организм просто перестал реагировать, потому что от него ничего не требовали. Холодная вода стала первым резким сигналом за долгие годы. Кэтрин начала ощущать слабые, но реальные импульсы в ногах. Когда Маркус, преодолевая страх, надавил на ее ногу сильнее обычного, мать неожиданно почувствовала боль, а значит, чувствительность никуда не исчезла. Постепенно выяснилось, что Кэтрин уже давно ощущала едва заметные признаки восстановления, но молчала, боясь напрасно обнадежить сына. Маркус осознал, что, желая защитить мать, он невольно лишил ее шанса бороться. Грейс предложила попробовать сделать невозможное, просто попытаться встать. Не ради гарантии успеха, а ради самого действия. Первая попытка длилась всего несколько секунд. Затем еще одна. С каждой новой попыткой Кэтрин удерживалась дольше. К вечеру, дрожа от напряжения и страха, она сделала несколько самостоятельных шагов по траве. Этот момент стал переломным для всех троих. Позже Грейс призналась, что сама провела 3 года в инвалидной коляске после травмы позвоночника и смогла восстановиться благодаря жесткой, нестандартной терапии, которая заставила тело проснуться. Через несколько месяцев Кэтрин уже ходила с тростью. Маркус предложил Грейс должность реабилитационного специалиста и значительно повысил ей зарплату, но для нее главной наградой было не это. Она верила, что ее задача – напоминать людям, что они не сломаны, а лишь забыли, на что способны. Каждое воскресенье они собирались в саду среди роз, вспоминая день, когда обычный садовый шланг изменил их жизнь навсегда.